Друзья мои, всем огромный привет! Я в больнице у мамы, как и всю предыдущую неделю. Маме уже лучше, мы ее поднимаем, она уже встает, но идти ленится. Капаемся. Сегодня уже по счету 5-я капельница будет. 5-я. У нас света нет. Вчера в 10 вечера включили, и где-то до часу ночи свет был, а потом его выключили, и все. До свидания. В общем, я даже не смогла ничего приготовить, но здесь хорошо кормят. Хорошо кормят, и я не переживаю. Потому что и 1-е, 2-е, и компот. Я сейчас прискакала, девочки уже ее покормили завтраком. В 9 утра был завтрак, манная каша, яйцо и чаек. Вчера вечером была запеканка. Она сегодня только утром поела вчерашнюю запеканку. Аппетит у нее есть, все нормально, но состояние такое себе еще. Пока мы все еще ждем кровь. На станции переливания так кровь не появилась. Вчера сделали повторную заявку. У мамы 1-я отрицательная. Надо влить кровь, но ее нет. Ждем. Ждем, и пока капаем железо там для снятия отека легких, лекарства для печени. В общем, там целый комплекс. Сегодня суббота, у нас очень прохладно в Одессе, где-то 5 градусов. Ветер такой холодный, прям ужас. Муж меня сегодня с утра привез на машине, выгрузил. Я планирую быть часов до 2 у мамы, покормлю ее обедом. Я ее уже сажу, не лежа кормлю, а высаживаю и кормлю. У нее постоянно чувство голода. Ну, это диагностический такой, это ненормально. Психиатр написал, что это ежемания. Представляете, вот такое бывает на старости лет, ежемания. Короче, вот так. Такая вот погодка у нас. За окном не очень. Доктор промахнулась с количеством физраствора. Иду докупать. Видите, клеют. Клеют. Пишу. Каток. Каток. 1700 квадратных метров льда. Будет здесь написано 100 метров. Вот так вот. Я вышла хоть погуляю. Такой тяжелый воздух в палате, что прям невозможно. Спрашиваю, девочки, вы проветривали? Говорят, да, утром. Но холодно на улице, и кровати стоят прям под окнами. Девочки спят, и поэтому, ну как откроешь? Я уже сидела в коридоре, потому что это невозможно. Ну, больница есть больница. Думаю, даже хорошо, что надо пойти купить физраствор. Сейчас, может, каких-то конфеток куплю. Угощу девчонок в палате. Маме сильно не надо, там одну и все. А девчонок угощу. Они там что-то намекали, что сладенького хотят. Достаточно холодно, конечно, сегодня. Очень холодно. Прям вообще. Вчера было намного теплее. 2-й троллейбус. 2-ечка здесь ходит. Я вчера прискакала домой. Думала, что будет свет, я все сделаю. Но нет, света не было. И мне пришлось ждать, когда его включат. А его все не включали и не включали. Никакие графики не действуют. В итоге свет включили в 10 с чем-то. И я уже хотела спать и не стала ничего делать. Думаю, лучше моему организму будет отдохнуть. И потом, оказывается, в час ночи его выключили. Единственное, что я сделала, я включила стирку. Включила стирку и хоть стирку сделала. Утром встала, повесила. Потому что обычно я в сушильном аппарате сушу, в сушильной машине.
но света нет, будет сохнуть так. Короче, вот так, друзья мои. Таке життя. Ну ничего. Зима будет тяжелой. Но я вам скажу, мы с мужем ехали. И, в принципе, только, наверное, у нас такая ситуация со светом после прилетов. В городе вот работают светофоры, свет везде есть. Больница, слава богу, тоже со светом и теплом. Поэтому мы потерпим. Сейчас у нас пишут в чате дома, что выясняют причину поломки. И на это у них уйдут сутки, только на выяснение причины поломки. Там, конечно, все возмущены. Так что я думаю, что я еще без света буду. Я и моя семья, и все мои соседи. Наш большой дом будет без света, наверное, не один день. О, третий троллейбус. Застава первая, парк Шевченко. Прогуляемся с вами немножечко по Одессе. Я смотрела вчера. О, тревога. Будет ли работать аптека? Я не знаю. Блин. Слышите? Сирена. Вот елки-палки. У меня на завтра и на послезавтра нету больше физраствора. На 4 дня капельницы, а написала она только 4 банки физраствора. А там по 2, и надо, значит, 8 было. Но я ж не перепроверяла, мне дали не рецепт, список. Хотел сказать назначение, назначение, скажем, что это назначение. И я как бы дала аптекарю, она собирала. Турецкое посольство. В общем, вот такие дела. Если бы я знала, конечно бы я купила больше. Сейчас посмотрю, что будет на обед в больнице. Я ничего не смогла приготовить, только сварила, говорю, яйцо, сделала бутерброды и забыла соль. Мамы прям истерика. Яйцо без соли, ну никак не катит. Я говорю, мама, ну в больнице соли нет. А я забыла взять. Надо ей какую-то в магазине посмотреть баночку соли. Зайду сейчас посмотрю, может есть. Там и у соседки соли нету, но она уже в понедельник выписывается. Короче, все страдают без соли. А я не могу. Так, аптека. Вот это мне нужна аптека. Надеюсь, она не закрыта. Девочки мне оформили в ней карточку в прошлый раз. Когда это было? Позавчера. Теперь у меня уже бонусы накопычиваются. Короче, вот так вот. В обжоре я беру здесь салатики вкусненькие. А вот в обжору я и зайду, возьму какие-то вкусняшки и возьму в обжоре соль маме. Поставлю на тумбочку, пускай кому надо берут. Так, жду зеленый. Ребята, спасибо, что подписываетесь. Число подписчиков растет. Не так, как хотелось бы. Не стесняйтесь, подписывайтесь, мне будет приятно. Обычно... О, а здесь так можно? Да, тут стрелка есть наверху. Обычно, конечно, набрать 1000 подписчиков очень тяжело. И, конечно же, я сейчас это на себе испытываю. Надеюсь, мне не скажут до свидания. А что у меня сегодня на обед? А у меня сегодня вот такой вот гамбургер с
курицей и персик, яблоко, сок, садочек. Ой, ребята, я справилась. Иду уже в сторону маршрутки. И очень спешу. Так, здесь новая почта, 30-е отделение. Очень спешу. Почему? Потому что штормовое предупреждение объявлено. Через пару часов должен быть в Одессе ливень. И сильный ветер, шквальный, порывистый. Поэтому надо поторопиться. Надо поторопиться. И доехать до дома. Учитывая, что впереди Балковская, а там всегда во время сильных дождей, ливней, потоп. Ой, видите, вон деревья попадали. Написали, что аккуратно, под деревьями не ходить, под линиями электропередач не ходить во время сильного ливня и дождя. Но пока еще сухо, видите. Мне кажется, что это все отодвинется все же ближе к ночи. Ну, так мне кажется. Ой. Пройдемся немножко по одесским улицам. Клуб подорожей. Это Успенская, 11-13. Кто давно не был в Одессе, кофейня. Я не хочу кофе, с утра напилась, потом чай мамы попила, сок себе купила. Поэтому я не голодна. Покормила маму обедом. Был борщ на первое, на второе пюре с такой большой вкусной котлетой я попробовала. Салатик, там буквально пару столовых ложек тушеные овощи и сок яблочный, кусочек хлеба белого. Этого предостаточно. Бабушки многие даже это все не съедают. Стоматологический центр Инцентрум. Ой, господи. Ни слова про зубы. Слушайте, но здесь вот пока не чувствуется приближение новогодних праздников, здесь на Успенской особо. В центре больше уже декораций. А здесь не так уж сильно и празднично. У нас света так и нет. Электричество. Что-то там наш дом и еще пару соседних на какой-то линии, на которой не выдержал кабель. Причем такое что-то там магистральный какой-то, не распределение. Смотрите, какая старая Одесса, вся рушится. Домам по 200 с лишним лет. Исторический центр. Так, я правильно иду? Да, еще правильно иду. В общем, наш кабель накрылся. Так, красный, я иду на красный. Накрылся наш кабель, ребята. И сколько мы будем без света, неизвестно. Я так подозреваю, что несколько дней. Нас когда переключили, подключили к какой-то группе, кинули на какую-то линию. А так как у нас, в принципе, многоквартирный дом с электроплитами, пошла нагрузка, и электросети не выдержали. Такое себе. Такое себе. Но этого стоило ожидать. Теперь пока это все восстановят. Слушайте, боюсь ходить под этими балконами после случая недавнего на Новосельского. Поэтому я подальше от балкончиков, подальше.
Сейчас я дождусь маршрутку. Либо 190-ю, либо 146-ю. Какая будет первая, в такую и сяду. Вчера я ехала на 146-й. Боже, я так люблю вот этих котиков возле зоомагазина. Таких, знаете, откормленных. Зоомагазин. Я, кстати, жду для Жорика, для своего мальтипуху. Ты какой красавчик. Привет! Ты тут не голодаешь? Ты здесь не голодаешь? Нет, ты красивая? Ой, какая красивая. Какая красивая. Она не голодает, нет. Это кошка или кот? Нет, это кот. Так я и не поняла, кот или кошка. Цветочки, цветочки, цветочки. Ух ты! Это что? Хлопок? Интересно. Прикольно. Ой, тут так вкусно пахнет. Здесь перша пекарня. Мне сюда, на остановку. Пока зеленый свет. Так что, друзья мои, у меня уже вторую неделю одна и та же программа. Утром еду к маме, до 2 часов там нахожусь, контролирую капельницу, потому что она дергает руками, ногами. Но она забывает, она заснет, потом просыпается, начинает руку сжимать, сгибать в локте. В общем, короче, я сижу, просто это все контролирую. Утром ее завтраком кормлю, приезжаю, и в обед кормлю обедом. Потом уже вечером ей там девчонки помогают покушать. Сегодня я с ней немножко ругалась, потому что она не желает ни подняться, ничего. Вот мы вчера с доктором ее вдвоем. Она тучная, мама моя, в теле. И надо ее водить по палате, чтоб легкие расхаживать. Она не хочет. Мы с доктором водили, я сегодня пришла, ее усадила. Подняла, она встала. Но... Класс. Но именно ходить она не хочет. Она вокруг кровати 2 шага сделала. И все. Говорит, у меня кружится голова, и вообще мне плохо, и вообще отстань от меня. Короче. Я уже в обед ее старалась 2-й раз. Пытаюсь ее посадить, она спину эту не держит, психоз у нее. Говорит, не могу и все. Ну не старается, не старается. Девочки уже говорят, давайте, будем вставайте, будем вместе. Тут все, кто ходячие, будем вместе водить вас. Какой там? Нет желания у человека. Так, что-то на остановке никого нет. Наверное, ребята, транспорт ушел. 2 часа дня. Вчера, кстати, в это же время маршрутки были наполнены полностью до отказа. Я стояла прям практически до своей конечной остановки. Так, ну что, пожелайте мне быстрее дождаться маршрутки. Думала, муж заберет, но ему по работе вызов за городом. Поэтому он мне сказал, позвонил и сказал, говорит, едь самостоятельно, я не смогу тебя отвезти домой. Ну, тем более я рано очень еду. Я решила немного прогуляться, так как сегодня, если обещают ливень, то мне хотелось бы подольше побыть на улице. И не знаю, какая будет завтра погода. В общем, друзья мои, всем спасибо за подписочки, всем спасибо за лайкусики, за комментарии. Так что всех обнимаю. Всем всего самого-самого наилучшего. Берегите здоровье, хорошего вам настроения.
и прекрасного самочувствия. Я уже приехала домой, ребята. У нас, кстати, скоро открытие катка. Все готовится к открытию. Фигурки такие красивые будут подсвечиваться. И вот такой большой-большой каток на нашем районе. Слушайте, что-то я вышла с маршрутки и прям замерзла. Прохладно. Не знаю, я ни разу не стояла на коньках. На лыжах стояла, на коньках нет. В общем, все готовится к открытию. Когда открытие, не знаю. Говорят, что уже скоро.